Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем пробовать изготовить самодельный бур из вот такого куска трубы. Нашел я такой кусочек трубы, честно говоря, не помню, то ли знакомый дал, то ли неважно, длиной 36, он, по-моему, да, 36 сантиметров, диаметр внутренний 125, то есть 125 труба, стенка 3 миллиметра. Итак, что мы сделаем сначала? Кто делал, в интернете я видел, делали буры из узких труб, под водопроводные трубы, неважно. Они обычно делают в нижней части такую полоску, приваривают утолщение, ну, чтобы при погружении в землю по всей площади опирала, легче шла. То есть здесь будет шире диаметр, будет отверстие шире, и труба будет дальше идти. Ну, я не знаю, честно говоря, нет у меня такого металла, как делать. Мы сейчас делаем вот так. Я хочу сделать надрез вот так треугольничком. Здесь такую треугольную пластинку вырежу. Здесь сантиметра 2, наверное. Ну, посмотрим, короче, сколько. Сантиметра 2, а здесь на нет сойдем. И потом может получится как-нибудь чем-нибудь согнуть ее. Вот здесь прихватить. И у нас получится этот диаметр на 2 сантиметра. Там, ну, как получится. Будет уже, чем здесь. То есть такой будет небольшой конус. Тогда будет заглубляться хорошо. Так, ну вот мы выпилили. Вот такая секция получилась, да, вот так она стояла. Помните, я говорил, что вот здесь потом сжать верхняя часть, а здесь уже. Но, честно говоря, не знаю. Как только пропил прошел, она, видите, сразу разошлась, видимо, напряжение было. То есть вот тут на нет, по идее, должно было сходиться, да? А здесь, по идее, сантиметр получился. То есть я не знаю, удастся ли мне вот тут сжать. Не знаю, короче. Может быть, сделать по-другому. Может быть, вот поменять ее местами. Вот так. Здесь попроще же будет, наверное, сжать. А тут уже будет режущая часть. Сейчас мы будем формировать режущий слой. То есть мы вот снимем такую же, вот так. Ну, такой нижняя часть, да. Тоже отрежем пластинку. Только вот здесь до конца не будем отрезать. Вот как здесь. Чтобы потом можно было так вот здесь чуть загнуть. Вот так, чтобы она была, да. А здесь, ну, чтобы получился как бы нож, который, приходя в землю, будет забирать внутрь земли. Ну, сейчас посмотрим, как у нас получится. Ну, в общем, попробовал я тут пожать вот эту сторону. Сложнее вот эта сторона, которая мы планировали. Я, точнее, планировал, будет низ, а это верх. В общем, труба толстая. Вот эту сжать еще, наверное, получится. А здесь нет. И вообще, не повторяйте мои ошибки. Не надо выпиливать вот такую треугольную элемент. Если будете делать, просто сделайте распил. Труба тут же расходится. Ну, где-то вот, чтобы понимали, да, сантиметр расходится. Минимум. Потом можете, то есть она будет сантиметр здесь. И вы, ну, вот верхнюю часть, я теперь буду вот так, верхнюю часть просто сожмете, этот сантиметр, ну, это сможете сделать, и прихватите. А здесь так останется сантиметр. Можете даже, если что, там попробовать каким-нибудь ломиком разжать. То есть, когда прихватите, разожмете этот, чтобы пошире было. Поэтому не надо вот извращаться. Вот так вот не делайте. Просто делайте пропил. Здесь привариваете, а здесь разжимаете. Меньше будет проблем, геморроя, короче. С физической нагрузкой. Так, что делаем дальше? Ну, во-первых, я наметил, я здесь напротив выреза такое окошечко сделал. Для чего? Когда земля будет набиваться. Чтобы не отсюда длинной палкой там, отсюда засовывать, потому что здесь будет ручка стоять. Так, и смотрите, а теперь делаем вот в нижней части, да, ну, переворачиваем. Мы спиливаем
вот такую пластинку. Ну, она здесь у меня где-то 2 сантиметра получается. 2-2,5. Но это вы смотрите, как вы хотите оставить ширину ножа. Маленький, узенький хотите. Там, сантиметр, здесь спиливать сантиметр. Но я вот решил сделать такой. Где-то 2 сантиметра, 2,5. Вот, видите, болгарочкой, да, спиливаете вот до сюда, только не до конца. То есть, вот получается, если у нас мы просто цилиндрик спилили бы вот так получилось бы, да, только пропиливаем до сюда вот, а здесь, то есть вот просто здесь наживляем, чтобы как бы видно было, а здесь делаем пропил, радиус как повторяет трубу. Для чего? Вот это получится у нас нож. Мы его нагреем, ну, по крайней мере, я постараюсь нагреть, вряд ли мне получится загнуть. Вот так вот сделаем пропил, и вот в этом месте его загнуть, и вот эта часть, она будет стоять, короче, вот так. Повторять будет, здесь она будет плоская, а здесь будет выступающая, вот так как бы нож будет стоять. Ну и заточим, естественно, чтобы он пошел, ну, покажем, когда сделаем. Сейчас, в общем, спиливаем, выпиливаем окошко. Я выпилю. Вот она окошечко, да, с другой стороны. Выпили. Вот так. Это вот такая деталька. Вот она так стояла. И вот так все выпилил. Так, теперь что? Теперь мы сначала на разогнем, то есть, я думаю, выпрямим, наверное, сначала вот это чуть-чуть, да? Или, может, не будем выпрямлять, посмотрим, чтобы она загнулась. Начнем загибать туда ее, чтобы она вот так стала. Здесь приварим, ну, а потом уже прихватим вот тут. Вот я загнул. Кстати, с радиусом не угадал, да, вот. Пришлось мне кусочек даже срезать. Вот так у меня получилось. Так что, может быть, даже не извращайтесь, не оставляйте под углом. А можете просто плоскую делать. Не будет не вот так, оно вот так будет у вас заканчиваться. Роли это, в принципе, не играет. Главное, чтобы оно шло, видите, вот таким углом. То есть, когда закручиваем, он, получается, будет срезать землю и туда, как шнек, в трубу. Ну, вот так. Вот, видите? Он будет так вот идти, крутить, да, срезать будет землю и в трубу заводить. Так, ну что, сейчас, как я уже говорил, сейчас приварим здесь. Здесь тоже, видите, я надрез сделал, но тоже приварим, чтобы покрепче было. А здесь схватим. Ну вот что получилось у меня. Вот я прихватил. Да, получается, это верхняя часть. Ну, я просто так держу. Так она. Вот. Пришлось еще там зажать с помощью рычага. В общем, пришлось попотеть. Так, здесь я, вот видите, прихватил здесь. Приварил эту часть. Здесь я приварил. Здесь тоже немножко шов провалил, чтобы не был. Заточил нож. Вот видите, вот такая система. Заточил кромку, и здесь кромку, ну и тут боковину тоже немножко заточил, чтобы легче входилось. Так, ну а здесь хотел приварить 2 уголка поперек, ну посчитал, что один уголок тоже будет нормально. Понятно, что не прямо не идентично, не вертикально получилось, но будет с эксцентриком ходить, будет чуть диаметр побольше. Ну, здесь прихватил, сделал ручечку. Ну, такую небольшую, сантиметров 50. Если что, можно эта труба удлинять. Ну, сейчас идет дождь. Сейчас не проверить. Поэтому думаю, сейчас вот подшлифану, красочкой пройдусь
А как дождь закончится, будем пробовать. Ну вот я покрасил. Ну как в видео моем про торнадо. Тоже не по фэншую красное, но остатки были, сделал. Вот черненькой красочкой окрасил. Ну, до конца не красил. Вот до сюда только покрасил. Вот наш нож. Да, вот он. Видите? Отверстие. Так, ну, сейчас будем пробовать. Вот мы сняли кусочек дерна, потому что дерн будет мешать. И погружаем. Ну, сразу скажу, у нас здесь камней много. Так что может упираться. Ну, и с нажимом идем. Смотрим, сколько нам земли. Ну, обычно это и песок. Длину трубы стаскиваем. Высыпаем вот палочкой через окошко. Вот в итоге я выкопал. Вот у меня получилось. Вот такое. Вот такое вот отверстие. Уперся. Рукоятки уже уперлись. Рукоятки уперлись в землю. Можно, конечно, подкопать еще пошире, какая вам глубина нужна. Ну вот, это у меня получилось. Сейчас замерим. Метр 30 почти, на метр 28. Я думаю, метр 30 почти для столбов или для чего там можно копать. Это вполне нормальная глубина. Вот все, что я хотел вам сегодня рассказать. Пишите, может у кого-то какие-то мысли появились дополнительные. Кто-то, может, знает, как легче сделать или по-другому. Ну, вот такого диаметра, я имею в виду. Не маленькие бывают, я видел, делают из маленьких, там проще. И дрель подключают, шуруповерт. Вот такой хотя бы, чтобы сотка была. Пишите, отвечу всегда. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. До новых встреч. Пока.